Арченька, дождь идет. Ну что ж ты под дождем-то сидишь? Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк, и сегодня нас с вами ждет обширная программа. Покажу котика Вилли, потому что народ спрашивает, а где котик Вилли? Кошка Анфиса будет заниматься своим привычным делом. У лебедей возникнет некоторое беспокойство, появятся конкуренты. А мы с вами заглянем в одно интересное место, буквально 300 километров от нас, строго на запад, с пальмами и прочими прелестями. Итак, начинаем. Ага, тут у нас гриб вырос. Неужто в поле пойдешь? Ой, мокро. Смотри, капли на траве какие. Очень мокро. Думаю, надо подписаться. Охота пуще неволи. Попер дальше. А потом удивляемся, почему он приходит такой вот весь грязный и мокрый. Впрочем, я знаю программу Арчика. Он должен дойти до дороги, и там есть какие-то вот кусты. В этих кустах у него всегда дела. Так, а тут у нас Анфисия, у которой лапы тоже грязные, но это не мудрено. И которая явно хочет домой. Так, говорит, на метле потом полетаю, а пока домой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Кто-то поймал гигантскую какую-то мышь. Тут Там крыса лежит, я знаю. крыса гигантская, да. И кто принес-то? Я думаю, Вилечка поймал. Так. Говорят, что это Вилечка поймал. Ага. А вот мои там плывут. А вот там мои плывут. Вот они. Ну, к лебедям мы еще вернемся, а пока котик Вилли. Вот он во всей красе. Будет в следующем ролике подробно про него, что он делает на столе, какие у него отношения с этой вазой с цветами. Короче, котик Вилли в следующем фильме. Так. Согласен. Я из окна засек. Вот смотрите, папа отсутствует. Вот папа там подальше, и он такой крылья поднял в боевой позе. Почему? Потому что тут у них была охрана и оборона территории. Вот там, если посмотреть подальше, стайка уток, довольно большая на воде, и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Великолепно. Он поспешил, чтобы не опоздать на раздачу. И там лебедь один, а их было там 4 чужих, иностранных. Вот, 3 уже улетели, 1 еще остался. И тоже смотрит в эту сторону. Ну, можно сколько угодно предполагать и спекулировать на тему, кто это. Но эти дали ясно понять, что это наш человек. Да. Так, ну, я им насыпал пока их кукурузно-пшеничную смесь. А сам пришел на разбор, на расследование. И вот смотрите, тут один, вот. Вот. Тут один с утками, а вот там еще 4, если поправее, а слева еще 4. Будет отдельный сюжет про это. Итого общим числом 9 лебедей. 9. Ну, я не знаю, насколько с этой камерой видно. Может, отдельный ролик даже. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и тут 1, 9. И что это за такое большое семейство? Это если считать, что 2 взрослых, то 7 птенцов, выросших больших. Или же это просто какая-то вот
другая компашка. Ну вот, я вот, подниму руки. Все это противостояние продолжалось 2 дня. Думаю, надо подписаться. А это мы с вами в Южном Тироле. Это Бриксен и Миран. Будет подробное видео на моем втором канале. Ну, наконец-то солнце так повернули, что солнце уже не светит прямо в камеру. И можно вот эту колокольню, выполненную. Там собор снизу, готика, вообще абсолютная. А вот эта башенка уже это барокко. И тут у нас, кстати, бамбук. Бамбук. Тут у нас змей, искуситель. Фонарь старый, реликтовый. И птичка. А там у нас какой-то водопад. Надо посмотреть. Это он шумит. Идет, 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 идет. Все без нее. Все пропустила. Да. Утки. И слева утки, и справа утки. Везде утки. Вот они. Анфисия, дергай за хвост. Нет, ее интересует здесь. А вот здесь в тростнике их тоже плавает много. И она за ними здесь следит. Ну что, вы доели там со дна уже? Я смотрю, со дна уже собрали. Сейчас я вам еще немножко дам. Так, спугнула, спугнула. Ты не прыгни туда. Ты же прыгнешь туда. С тебя станется. То есть страшно же за нее. Анфисия, я надеюсь, что у тебя благоразумности хватит, что ты не поддашься эмоциям. Будет дополнительный рассказ про конкурентов и про подвиги лебедя папы. Вот Анфиса там не ходит, там мокро, а Арчик ходит. Не скажу, что ему нравится это. Ну вот, чем занимался Арчик, пока там Анфиса на пирсе. Ну так хорошо, так можно. А я, честно говоря, удивился, когда увидел вот эту большую группу, но они не проявляли никакой агрессии. Вот. Папан, конечно, плавал разбираться, но... Вот есть утки на открытой воде. Вот нет, чтобы на них смотреть, ими любоваться. В любом случае, интересно было посмотреть на все это. И, кстати, огромное количество тут. Вот. И вместо того, чтобы на этих любоваться, этими заниматься, ей обязательно надо вот от тех двух, которые в тростник заплыли. Итак, в ближайшее время котик Вилли, поездка в Южный Тироль, лебединые отношения и всякое разное. На этом все. Пока-пока.